Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем смотреть на новинку, про которую я уже говорил в новостях, а именно на пластиковую кобуру для страйкбольных пистолетов Glock производства Airsoft Rus. В комментариях к анонсу этой кобуры многие возмущались, что злые, нехорошие Airsoft Rus украли у Stitch Profi популярную кобуру Alpha, и многие называли эту кобуру подделкой. Не переживайте, кобура АТСР это не подделка, а результат совместной работы Airsoft Rus и Stitch Profi. То есть за основу взята проверенная временем кобура Alpha от Stitch Profi, но специалисты Airsoft Rus доработали модель таким образом, чтобы в нее помещались все самые популярные страйкбольные глоки. Принципиальная конструкция и сборка остались той же самой. Зачем нужно было менять модель? Дело в том, что размеры кобуры Alpha от Stitch Profi идеально подогнаны для использования с огнестрельными глоками без автоматического режима огня. У многих страйкбольных глоков затвор заметно шире, и в кобуру, рассчитанную под огнестрельный глок, без напилинга они могут не помещаться. Чтобы запихать в Альфу глок с автоматическим режимом огня, нужно будет отпиливать угол. А если все-таки засунуть в Альфу страйкбольный пистолет, то его можно будет выдернуть, не нажимая кнопку. Страйкбольная кобура АТСР заметно шире. У нее есть специальный вырез для переключателя режимов огня и подпружиненный упор, чтобы глоки с разной шириной в ней надежно фиксировались и не люфтили. В кобуру АТСР помещаются все страйкбольные глоки с длиной ствола не длиннее, чем у Glock 17. В том числе Glock 18C от CIMA, Glock 17 и Glock 19 от Tokyo Marui, Glock 18C от VE и другие глоки от Tokyo Marui, VE, КВЦ, КГВ, Galaxy и Humorex. Глоки с увеличенной длиной ствола, например 34 и 35, в эту кобуру не помещаются. Глоки с укороченным стволом, например Glock 19, немного люфтят, но практика показала, что этот люфт нисколько не мешает использованию. При желании этот люфт можно легко убрать, подложив какую-нибудь проставку под предохранительную скобу пистолета. Пистолет фиксируется в кобуре подпружиненной защелкой за предохранительную скобу. Фиксация происходит автоматически, когда пистолет вставляется в кобуру. Для извлечения нужно нажать кнопку. Кнопка большая и массивная, ей удобно пользоваться даже в зимних перчатках. В кобуре пистолет сидит очень надежно. Вырвать его, не нажав кнопку, просто нереально. На снаряжение кобура может устанавливаться при помощи различных съемных креплений. В комплекте с кобурой АТСР поставляется крепление на молле, которое занимает 2 ячейки в ширину и 3 в высоту. Если вам нужно какое-то другое крепление, например, крепление на пояс, вы можете купить и установить сюда любое крепление для кобур Alpha от Stitch Profi, все они, разумеется, подходят. Крепление устанавливается на кобуру при помощи массивного стального винта. Этого винта достаточно, чтобы надежно зафиксировать кобуру. Но если вам хочется еще больше надежности, вы можете дополнительно зафиксировать конструкцию небольшим винтом, который тоже есть в комплекте. Угол посадки кобуры на крепление можно регулировать, как вам будет удобно. Для этого нужно немного ослабить основной винт, повернуть крепление и закрутить винт обратно. На текущий момент кобура производится только под правую руку и доступна в 3 расцветках: черный, песочный и олива. А теперь перейдем к тому, ради чего вы вообще начали смотреть этот ролик, а именно краш-тестом. Раз кобура позиционируется как страйкбольная, мы решили проверить, что будет, если расстрелять ее в упор из привода с тюнингом 150 метров в секунду при рабочей на осенних и весенних игр температуре примерно плюс 10 градусов по Цельсию. Никаких намеков на повреждения на кобуре нет. Остались только малозаметные вмятины и следы от шаров. Рукоятке электроглока повезло меньше, есть пробитие. Попробуем провернуть тот же самый трюк с китайской пластиковой кобурой с Алиэкспресса. Пробита не только кобура, но и пластиковый электроглок внутри нее. Перейдем к более бессмысленным и беспощадным тестам. Стой. Я говорю, стой, ну давай. Что не вырубишь молотком, то вырубишь топором.
модернизировали. Это для укороченных версий было. Да. Добивай что. Кобура выдержала несколько ударов, но все-таки треснула. Китайская кобура развалилась с одного удара. Ну что, еще можно на войну пойти, что? Можно на ESG выложить. Имеются антуражные потертости. Питик-то точно стоит. Окей, с плюсовой температурой все понятно. Но что будет с кобурой на морозе при температуре в минус 15 градусов? Для начала проверим, что будет, если по кобуре проедет Porsche Macan. Ну, всякое в жизни бывает. Никаких повреждений. А что будет с кобурой с Алиэкспресса? В труху. А если Porsche вначале наедет на кобуру колесом, постоит на ней, а потом стартанет с Launch Control и обрушит на изделие все свои 600 ньютон крутящего момента? Все еще жива, никаких признаков повреждений нет. Попробуем то же самое, но чтобы кобура улетела в стальной контейнер. Все, стоп. Все, Porsche стоит просто на кобуре. Я передачу-то забыл переключить. Сейчас было бы жестко. Все, давай. Да. Мы своего добились, есть трещина. Я себе. Ну ладно. Добьем ее молотком и топором, но уже на морозе. Крепление ничего не сломается. Сломалось. Топором! Можно сказать, что на морозе кобура повела себя примерно так же, как и при плюсовой температуре. А теперь давайте проверим, насколько хорошо кобура держится на боевом поясе и как хорошо она удерживает пистолет. Зацепим кобуру на пояс, засунем в нее пистолет и будем бить всем этим об стену, пока не произойдет чудо. Кусок самоглока отпал. Кусок отпал, кобура держится. Глоку разнесло рукоятку, но кобура на месте и остатки цимоглока все еще хорошо держатся в кобуре. Эй, ковбой, а где твой пистолет? Попробуем повторить расстрел из 150-го привода в упор, но уже на морозе. Дырки есть, но кобуру все еще можно использовать. В отличие от китайской, которая в тех же условиях мгновенно разлетелась на куски. Еще один бессмысленный тест.
В одном из своих видео Вереск пытался поджечь кобуру Альфа бензином. В результате бензин прогорел, а вот кобура нет. Мы решили немного ужесточить этот тест и полить кобуру с пистолетом внутри жидкостью для розжига. Жидкость для розжига — это жидкие парафины, которые горят примерно с той же температурой, что и бензин, но заметно дольше. А значит, больше шансов, что пластик кобуры прогреется и загорится. Из-за холода мы долго не могли поджечь кобуру, потому что жидкость для розжига тупо замерзала. В итоге мы соорудили импровизированный костер. Смотри, самоглок горит, а кобура нет. Кушать подано. Это все, что нужно знать про наши краш-тесты. Если нам что-то дали сломать, мы это обязательно сломаем или сожгем, а потом сломаем. Вереск, ты вообще не старался, и поджигатель из тебя так себе. А если серьезно, то наглядно видно, как долго кобура может выдерживать воздействие огня. Прежде чем начать плавиться и гореть, она держалась дольше 2 минут. Думаю, понятно, что запас прочности у этой кобуры избыточный, и в случае каких-то экстремальных ситуаций первым сломается пистолет или страйкболист, а потом уже кобура. С появлением новой кобуры от АСР владельцы любых страйкбольных глоков могут просто прийти и купить кобуру, которую не нужно допиливать перед использованием, и которая обеспечит надежное удержание и быстрое извлечение вашего пистолета. Кстати, у кобуры от АСР все еще нет названия, и вы можете предложить свое в комментариях. Как всегда, предлагаю ставить уверенные пальцы вверх, если видео вам зашло, обязательно обсуждать видео в комментариях, подписываться на канал, жать на колокольчик. До скорого!